Всем привет! Сегодня поговорим про Git и GitHub, а именно про систему контроля версий. Я буду объяснять на пальцах. Если вам нужно объяснение какое-то научное и подробное, пожалуйста, обратитесь к документациям, а также к этому уроку будут приложены дополнительные обучающие видео, раскрывающие эти понятия во всей полноте. Я же покажу именно то, что вами будет использовано ежедневно в процессе создания проекта. Так, краткие определения. Git– это система контроля версий. Она позволяет сохранять слепки вашего кода по мере каких-то логических его кусков. То есть добавили какую-то форму, сохранили новую версию, добавили какую-то фичу, сохранили новую версию. Так у вас эти все версии сохраняются на компьютере, и вы можете посмотреть историю создания вашего проекта и, если необходимо, откатиться к каким-то изменениям. После того, как вы это сделали, вам необходимо, у вас сформировался гид-репозиторий. Это информация о всех изменениях в вашем коде. Вот, гид-репозиторий. Его вам нужно куда-то отправить, чтобы другие члены вашей команды могли его посмотреть, либо чтобы вы могли задеплоить на сервер ваш код. Для этого вам нужно использовать какой-то хостинг гид-репозиториев. Самый популярный хостинг гид-репозиториев– это GitHub. Это просто место, где хранятся гид-репозитории. У GitHub существуют альтернативы, например, Bitbucket или GitLab. Вы можете спокойно перейти на них в тот момент, когда вы поймете, что вам в GitHub чего-то не хватает. До тех пор рекомендую просто пользоваться GitHub. У Гита также есть альтернативы, но они сейчас совершенно не популярны, и я думаю, что вам не придется с ними работать. Хорошо, гид у вас должен быть уже установлен, его можно скачать на официальном сайте, а на GitHub вам необходим аккаунт. Давайте теперь перейдем к использованию гита в нашем проекте. На данный момент в нашем проекте гита нет, мы его еще не подключали. Чтобы инициализировать git в проекте, необходимо вызвать команду git init. Сделали git init. Теперь у нас есть git в проекте, но он пока что совершенно пустой. Чтобы посмотреть статус нашего git-репозитория, мы вводим команду git status. Что мы видим? Он нам говорит, что коммитов еще нет, и у нас есть некие так называемые untracked files. Конкретно это вся наша папка WebApp. Теперь смотрите, чтобы сохранить какую-то версию нашего кода, нам необходимо сделать так называемый коммит. И вся история нашего проекта– это просто история наших коммитов, где каждый коммит– это информация обо всех изменениях, совершенных на этом шаге. Для того, чтобы совершить коммит, нужно определить, какие изменения в нашем коде мы хотим в этот коммит добавить. Какие бывают изменения? Файл поменялся, или файл добавился, или файл удалился. Еще бывает то, что права на файл поменялись. Основные три кейса: файл удалился, файл поменялся, файл добавился. Чаще всего в ходе разработки вам нужно просто все ваши изменения закоммитить. Как определить то, что вы хотите закоммитить? Вы пишете git add, и, например, можно написать название файла, index.html. Вот. Ой, так, WebApp index.html. Смотрим git status. Он говорит то, что changes to be committed. То есть, если мы сейчас совершим коммит, то будут закоммичены только вот эти изменения. Создан файл index.html. Нам-то нужны все файлы. Поэтому зачастую вы просто пишете git add дефис a большое. Enter. Опять git status. Пожалуйста, у вас changes to be committed вот эти. То есть вы еще не коммит совершили, вы только определили, что вы будете коммитить. Теперь совершаем коммит, когда мы удостоверились, что коммитить мы будем именно то, что хотим. Буквально все. Команда git commit дефис m, значит message, и пишем сообщение. Классическое сообщение первого коммита – это initial commit. Enter. Смотрим, что он нам сказал. Он говорит, что коммит создался, вот такая информация. Заходим в git status. Все. Нечего коммитить. Working tree clean. Стоит сказать про ветки. По умолчанию наша основная ветка называется мастер. При желании мы можем создать еще какие-то ветки и разветвить ход нашего кода. Чаще всего это банальный пример. Делаю две ветки. Development и мастер.
да, и, например, разработку ведут в development, а когда всех разработчиков все в ветке development устраивает, они ее вливают в ветку мастер, и уже ветку мастер они отправляют на сервер, там, где крутится наш код в продакшене. Но мы сейчас, скорее всего, разрабатываем в соло, вот, и нас, в принципе, устраивает тупо все делать в ветке мастер. Если интереснее подробнее разобраться с ветками, пожалуйста, смотрите более подробное обучающее видео, ссылка на которое есть к этому уроку. Или читайте официальную документацию. Хорошо, мы совершили коммит, и теперь он просто существует в нашей системе. Как посмотреть информацию о коммитах, которые были совершены? Можно писать git log. Все, существует initial commit, видно автора, или также хэш этого коммита. Теперь какая штука? Мы хотим, по идее, весь наш вот этот вот код отправить в GitHub, чтобы в дальнейшем мы могли, как я уже говорил, загрузить его на сервер или передать в работу какому-нибудь нашему товарищу по разработке. Хорошо, теперь идем в GitHub и создаем под наш репозиторий, репозиторий на GitHub создаем, на главной страничке нажимаем New, называем проект, делаем его приватным, это совершенно бесплатно. Readme файл по умолчанию не создаем, нам нужен реально пустой репозиторий. Создается репозиторий, и у нас уже существующий проект, нам нужно его подключить к этому репозиторию. Для этого существует вот такая команда git remote add origin. Что она значит? Мы просто через команду git определяем, что существует, там есть команда remote, какие-то наши удаленные репозитории. Мы добавляем репозиторий, который ключевое название origin, это дефолтное название для нашего основного удаленного репозитория. А дальше адрес этого репозитория. Вызываем эту команду. Здесь мы просто связали наш локальный git репозиторий с удаленным, но еще не отправили сам код. Теперь нам нужно, так называется, пушнуть наш код в GitHub. Для этого обычно мы просто пишем команду git push, но сейчас нам так не дадут сделать, потому что нужно определить, куда мы там по умолчанию собираемся пушить. Вот. И нам конкретно подсказывают команду. То, что по умолчанию пушить надо туда, ее только один раз. Надо вызвать, все остальное время вы можете просто писать git push. Вызываем эту команду. Смотрим. Все, удалось. Глядим теперь на GitHub. Обновляем страничку. Все, пожалуйста, файл нашего проекта. Вот мы видим, SRC, AppTSX. Все, вот наш код. Давайте еще раз бегло проделаем все то же самое. Допишем здесь строчку. Сохранили. Git статус. Видим то, что какой-то файл был изменен. Git add all. Добавили. Опять git статус. Git статус можно так часто не писать, это просто для иллюстрации. Видим то, что changes to be committed определены. Добавится модификация на файл AppTSX. Теперь нам нужно закоммитить. Пишем сообщение. Сообщения должны быть какими-то разумными. Здесь мы буквально добавили немного мусора, поэтому так и напишем. Это сам трэш. Git статус. Все закоммичено. Смотрим на GitHub. На GitHub ничего не поменялось, потому что мы в GitHub еще не пушнули. Пушим в GitHub. Теперь команда git push. Пушнули, и, пожалуйста, все есть. Смотрим еще раз, обновляем файл. Вот появилась наша строчка. Отлично. Что стоит отметить? Ваши коммиты должны быть частыми. То есть старайтесь делать в единицу времени только одну какую-то конкретную узкую задачу от начала до конца. Сделав ее, совершайте коммит. Это правильный подход. Всегда давайте адекватные названия вашим коммитам. Вот. Также для общего понимания коммита, чтобы вы понимали, вот когда вы коммитите, что вообще происходит, где сохраняется информация об этом. То есть мы здесь видим только папку WebApp, но на самом деле она здесь не единственная. То есть если посмотреть, какие вообще папки есть в этом проекте, вот есть папочка .git, и там как раз и хранится вся эта информация о коммитах, об изменениях
и так далее. Но вам в нее никогда ходить не надо, все управление происходит через команду git. Также поддержка гита есть в самом VS Code. И через нее удобно работать. Но чтобы работать через нее, лучше все равно понимать, как это происходит. Как это происходит, я вам сейчас показал в терминале. Давайте посмотрим, что у нас есть в VS Code. Есть вот такая вот иконка с веточками. Мы в нее приходим. Так, обновить. Вот. И он покажет, что у нас есть такие-то изменения. Мы можем кликнуть на этот файл, он нам покажет, что было изменено и во что это было превращено. Это все равно, что написать, да, git status, или написать, есть еще команда git diff, вот, она покажет вам то же самое. Вот. Потом, например, вы хотите его добавить, да, то, что раньше мы делали через git add. Если написать git add webapp, /src, /aptsx, то это все равно, что кликнуть на этот плюсик. Вот мы нажали, пожалуйста. Опять же, напишем git status, посмотрим, как это выглядит здесь. Да, вот, пожалуйста, он добавлен. А можем нажать обратно минус, он вернет нас в прежнее состояние. Вот. Потом, если здесь нажать на плюсик, то это все равно, что нажать на git add all. Нас это тоже полностью устраивает. Добавив сюда, теперь мы можем здесь ввести наше сообщение. Давайте посмотрим, какие у нас сейчас есть коммиты. Вот git log, add some trash, initial commit. А также на все коммиты можно посмотреть и здесь в VS Code. То есть вот, пожалуйста, initial commit, add some trash, они все здесь. Наши ветки, наши remotes и прочее. Хорошо, совершим коммит через VS Code, add more trash. Коммит. Все, пожалуйста, мы закоммитили. Все то же самое. Вот наш коммит. Add some trash, add more trash. Через эту же штуку можно и пушить. То есть мы так, нажимаем на 3 точечки здесь и выбираем push. Так. Git fetch. Нет, спасибо. Так, посмотрим. Ну, по идее, мы уже пушнулись. Давайте поглядим, появилась ли у нас здесь четверочка. Да, появилась здесь четверочка. Я лично предпочитаю совмещать использование команд в терминале с использованием VS Code. То есть, например, git push я чаще вызываю через терминал. Посмотреть, какие изменения были совершены в коде, действительно удобнее через VS Code. Вы делаете, как вам больше нравится. Если здесь что-то актуальное не появляется, можете вы сюда нажать, и оно здесь появится. Еще очень важная команда, которую на самом деле вы при соло-разработке почти не будете вызывать, но не упомянуть ее я не могу. Это git pull. Обратная команда по отношению к git push, она позволяет стянуть последние изменения с удаленного git-репозитория. Но поскольку мы только что туда что-то пушнули, наша версия является последней и актуальной, соответственно, он нам сообщает то, что все уже актуально. Так, этих команд вам будет достаточно для того, чтобы вести разработку локально. Спасибо за внимание. Поехали дальше. Один момент. Забыл сообщить вам про файл под названием gitignore. А это очень важный файл. Давайте на него посмотрим. Gitignore определяет все файлы, которые не должны попадать во внимание на системы контроля версий. То есть что здесь зачастую оказывается и что является самым важным? Не выпадает в систему контроля node modules. Нам достаточно того, что в систему контроля версии попадает файлик package.json, где определены наши зависимости, а также файлик pnpm-log, в котором они, скажем так, уточнены. А сами node-модулисы будут ставиться всякий раз на той системе, на которой устанавливается наш проект. Например, в gitignore лежит папочка dist с собранным нашим приложением, то что, опять же, эту папку можно всегда собрать локально или где-то удаленно, имея все исходники. Также здесь определены всякие папки с логами, какие-то системные файлы и файлы эдиторов, которые нам
в системе контроля версий не нужны. Как мы можем видеть, файлы, которые попадают под описание в gitignore, подсвечиваются серым. И, соответственно, когда мы их коммитим наш проект, информация об этих папках туда не попадает, то есть наша система контроля версий считает, что этих вещей и не существует. Для иллюстрации можно посмотреть на наш код на GitHub, и как мы видим, в папочке WebApp действительно не существует папки Node-Modules, также там не существует папки dist. По ходу разработки вам периодически нужно будет что-то в этот файлик добавлять самостоятельно, если вы будете понимать, что вам эти файлы в системе контроля версий не нужны. Что это будет, узнаем в дальнейшем, потому что мы еще будем добавлять сюда файлы. Теперь точно все. Еще раз спасибо. Поехали дальше.